Добрый день, с вами снова канал Мир путешествий и отдыха. Вова и Катя. Так, ну вот мы сейчас 6 утра, мы приехали на сдачу тестов, ПЦР-тестов. И у нас возникла небольшая проблема. В плане каком? Вчера вечером с турагентства наш менеджер скинул нам варианты, кучу вариантов. Мы их сравнили, отелей. да. Получается, они подешевели на $300. Те, которые были 1500, стали 1200, а те, которые 1200, уже снизились менее 1000. Мы как бы обрадовались, что все получилось. Записались на тесты, вот если бы мы вчера записались, то как бы было бы все здорово. А у нас получается, что записали только на сегодняшний день, а вылет завтра, уже завтра. Получается слишком короткий срок. И вот такой казус получился, что менеджер нам вчера ночью отписался, сегодня вернее, что пропали билеты. Вот мы в раздумье были, ехать, не ехать, сдавать ПЦР-тесты. Но все-таки мы решили сдать. Во-первых, чтобы посмотреть, здоровы, нездоровы, это раз. А во-вторых, ну, будем надеяться, что могут сбой в компьютерах быть, пропали. И даже если они пропали, то вполне можно, переиграть другую страну. Ну, в каком взять. плане, да, вот ты говоришь, Да. пропали. Даже сам менеджер не знает, как, почему и что. Ну, просто написала, что пропали и не знает даже, Да, когда и что появится. потому что вчера вечером были билеты, да, были на некоторые отели, уже не было билетов. А на самолет она сказала, билеты есть еще. Ну, вариантов Отели, было много. да, очень. вариантов много, она говорит, не беспокойтесь, все нормально. А здесь ночью написала, говорит, что пропали. Ну и поэтому будем как бы держать вас в курсе, сами нервничаем, потому что вроде сегодня сдаем тесты, завтра самолет, а ничего не знаем, билетов нету, будут ли они или не будут. Потеряем мы на тестах эти деньги, не потеряем. Короче, будем держать Кто не вас в рискует, курсе. тот Да. не пьет шампанское. Да, кто не рискует, тот не пьет шампанское. Ну, как бы в любом случае, так, уже экономия от страховки уже там прошла, я не знаю, сколько там уже страховка. И плюс, если скидка действительно так вот, считай, на 300, сейчас те отели хорошие, которые были 1550 в центре Ну, вот это мы города, смотрели, да. А уже он стал там 1300 Да, с да. чем-то там. Вообще цены снизились, ну, $300-350, это упали. Ну, будем сейчас надеяться, сейчас дадим тест, дождемся 8, 9, 9, 10 утра. Есть еще такие варианты, что можно попробовать другие турагентства, потому что одни работают с одними туроператорами, а другие работают с другими, и поэтому, потому что когда мы тогда в предыдущих видео уточняли разбежку этих цен, да, на некоторые отели была На один и разница, тот же на один и отель? тот же А, отель разница была в разных. да, разная цена, и в одних он стоял, что все нормально, есть места, а во втором цена стояла, но мест нету, и поэтому, ну, будем пробовать, осматривать. Ну, а сейчас уже, что мы, как говорится, уже не секрет, чтобы не скрывать. Да, собирались мы, конечно, куда и рассматривали, в Дубай, в Объединенные Арабские Эмираты, самый дорогой город мира, самый богатый. Но это вот мы все цены так вот и сказали именно по Дубаю. Ну, будем дальше смотреть, как это все будет обстоять дела, будем держать вас в курсе, сами немного нервничаем, вы представляете. Сдаем тест, завтра самолет, не знаем, полетим завтра, не полетим, есть билеты, Самое главное, нету билетов, куда лететь, Ничего непонятно. то ли поменять на Египет. Ну, конечно, не хочется менять, потому что сейчас Египет дороже, чем Арабские Эмираты, поэтому шинка выделки как бы не стоит. Ну, в общем, будем смотреть. Да, будем смотреть, потому что там дальше и самолет есть еще, но как там с этими тестами, потому что запись на тесты реально так вот настолько жестко. В нашем городе делают в одном месте только, которые эти тесты на английском языке, которые переведены, поэтому очень тяжело попасть на запись. Ну, будем держать вас в курсе. Так, а теперь, ребята, вам лайфхак в копилочку. Перед тем, как сдавать тесты, нам посоветовали: сходите, купите тест
Ой, не тест, Спрей спрей. назальный называется Quix. И Quix. перед тем, как идти сдавать тест, вы Прыскните. запрыскните себе в нос. Вот так вот. Ну, это как бы, говорят, как какой-то такой вот соляной раствор. Да, просто что если бывают ложные тесты, неложные тесты, малейшая какая-нибудь простуда, чтобы не было такого, Но говорят, Чтобы это показало, 100% да. как бы, помогает. да. Да, ну мы вместо Квикса купили немножко другой Ну, он аналог. похож. Аналог. Но еще можно... Так, пойдем. Хлор. Так, мы все уже идем. Посмотрите, уже начали людей запускать. Пойдем. Вот такая очередь. Вот такая очередь. Все, мы заходим. Так, ну у нас оказалась немножко ложная тревога. Одного человека вызвали, но это еще не наша очередь. Так что мы его тоже попробовали запрыснуть в нос этим Квиксом, чтобы как бы проблем не было. Малейшие какие-нибудь там простудные, непростудные заболевания. Потому что я, допустим, на карантине то же самое был, сидел год назад, тоже сдал тест, посадили на карантин. 2 недели отсидел, они говорят, это у тебя ложный. Все как бы ничего страшного, мог бы не сидеть. И поэтому во избежание мы решили тоже перестраховаться. Ну, пойдем сейчас занимать очередь. Народу как бы подтянулось немного. Вот посмотрите, сколько народа. Все. Красавчицу. Не больше. Рук открыли, язык вперед. Покажи горло мне. Покажи еще. Все, да? Так, идите, заполняйте. Ну, вот такой вот тест. Ну что? Смотри, Так, ну вот мы сдали тесты. Запретили нам, конечно, снимать. Кое-что я там снял для вас. Ну, мы 20 минут там, 25 минут, вот На это все, вот нам все всё процедура обошлось. нам, да. Даже Заполнение. полчаса, 25 зашли, полчаса. Ну, а посмотрите, сколько сейчас людей. Тоже сейчас 8 утра, очень много людей на тесты. Они все, видишь, И прибавляются. они прибавляются, прибавляются. А не еще знаем, внутри как- сколько? Да, не знаем, когда они просто-напросто все пройдут. Неприятная такая процедура. Да, носу поковыряли немножко. Не, ну не так страшно, как говорят, что там вообще жесть. Ну, как бы. слезы Ну, потекли, ну, нормально, ну, терпимо. Ну, мне, конечно, в прошлый раз так не более-менее лучше. В этот раз, конечно, так не очень. Ну, терпимо. И ни в коем случае там не снимайте. Да, На нас накричали. нас наругали. Пришлось даже стереть некоторые видео. Но кое-что я оставил, как свой сдавал. Так, ну все, будем ждать 9 часов, пока откроется турагентство, и будем созваниваться. Потому что реально, если завтра вылет, то нам надо сегодня... И обязательно, когда идете сдавать тест, берите с собой договор. Именно заключенный с турагентством с вашим. Потому что, ну неприятно было, когда нам сказали, где ваш договор. Если нам вы сказали, будете что без таким договора. макаром, как мы, делать, покупать билеты перед самым вылетом, чтобы подешевле было, то обязательно надо договор. В прошлый раз, когда мы летели, я договор просто-напросто взял. Просто заключить договор с турфирмой о оказании услуг, но не оплачивать. Так что всегда... Но все-таки нужно пошли нам на подтверждение. уступки, Да. взяли анализы, ну, как бы все это взяли, но неприятно было слышать, что вот, немножко так нас... Да. Вот и получили мы результаты тестов. Тесты у нас оказались отрицательные. А это значит, что мы здоровы. Тесты выглядят вот так примерно. Они обязательно должны быть на английском языке. Там одна часть на русском, а вторая на английском. И получается, стоимость тестов у нас стоит $15. Но в каждой, как говорится, бочке есть ложка дегтя. Мы пролетели на самолет, не попали, билеты кончились, чтобы улететь завтра. Но опять же, нет худа без добра. Мы поехали в турагентство и приобрели еще даже выгодней, как бы выгодный тур через 2 дня. И скоро мы улетаем.
Ну, улетаем мы, как и говорили в прошлом видео, мы летим. Дубай! Объединенные Арабские Эмираты. Так что оставайтесь с нами. Да, чтобы посмотреть, отследить наши путешествия, как мы это все будет происходить, потому что в этой стране мы не были. Эта страна, Это первый раз. да, для нас это тоже ново, так что будем снимать онлайн, будем проводить стримы, следите за нашими путешествиями и подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк, жмите колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Так что до новых встреч. Пока-пока. Пока-пока.